Так, вот такий цвет получается у нас. Так, вот так их еще чуть-чуть поправляем. Покажи, Катюша, все запечаталось. Вот внутри вот такие вот штучки, вот тут все запечатано. Друзья, привет, с вами Мангалыч. Приветствую вас всех на своем канале. Сегодня я с вами поделюсь 3 легендарными рецептами фри. Мы приготовим куриные наггетсы фри, сочненькие, нежненькие, хрустящие. Сыр фри с обалденной панировочкой. Сделаем панировочку такую чипсов на ваш вкус. И приготовим шампиньоны фри. Тоже мы сделаем панировочки, но везде будут разные и вкусные. А вы, кто хочет узнать рецепт до конца наших 3 легендарных фри, присаживайтесь поудобнее, приятного просмотра, погнали! Первым нашим блюдом будет домашние, сочные, хрустящие наггетсы фри. Их можно для деток, можно и самим кушать. В первую очередь нам надо подготовить филе куриное. Вот у нас есть 2 филешечки, нам надо их зачистить, поубирать вот такие жирки все. Вот так вот. И вырезать хрящики, если попадаются. Разрезаем филешку нашу напополам. Ну, для того, чтобы нам быстрее их приготовить, чтобы у нас не обгорела панировка вся, нам надо не сильно большие кусочки. И мы будем делать, можно делать наггетсы, делать фарш из филе, из курицы, и потом лепить разные формочки, такие котлетки, обваливать их в панировочки и готовить так же самое. Но мы сделаем с целых кусочков мяса. Мы на работе так делаем, мне нравится, оно сохраняется весь сок, вкус мяса. Вот так, разрезаем напополам. И еще раз напополам. И у нас получаются вот такие вот кусочки. И так нарезаем всю нашу филешку. Можно поменьше кусочки, без разницы. И вот так нарезаем. И бросаем в мисочку все. И сейчас нам надо их подмариновать. Маринуем по собственному вкусу. Я вам покажу свой личный рецепт. Так, добавляем сольку. Соли добавляем не сильно богато, потому что у нас будет панировка из чипсов. Тут уже специи есть, вкус. Можно панировку делать с обычных сухарей. Мы сделаем с чипсов так вкуснее, прикольнее, красивее. И плюс мы еще добавим соевый соус. Тоже соль в соевом соусе присутствует, так что подсаливаем небогато. Потом добавляем чуть-чуть перчика. Потом чуть-чуть добавляем кориандр молотый. Красная паприка сладкая. Тоже добавляем по вкусу. Добавляем базилик сушеный. Соевый соус. Добавляем тоже так столовую ложечку одну. И все хорошенько перемешиваем, чтобы оно у нас набирало вкус и специи забирало. Так, отставляем в сторонку. Разбиваем 3 яйца сюда. Взбиваем их хорошенько. Так, друзья, может я еще раз повторюся, но повторюся. Можно использовать вот такие вот обычные панировочные сухари. Их багато разновидностей есть. Можно их использовать, если вы не хотите. Я покажу вам, как сделать панировочные сухари из чипсов. Получается бомба. Засыпаем. Накрываем крышечкой и включаем. Вот. И пересыпаем их в противень. В таком противне удобно панировать. Я вам покажу как. Четко получается. Вот такие у нас. Мы сейчас смешаем с панировочными сухарями. Потому что оно так жирненькое получилось. Берем сухари и высыпаем сюда пол-пачечки.
Так, подготавливаем. Сюда в тарелочку насыпаем муки. У нас наггетсы маринованные есть, то есть филешка куриная. У нас есть специальный противник или посудка для того, чтобы мы будем готовые наггетсы слаживать. Яйцо и мука. Берем одной рукой курочку, одну оставляем чистую. Обмакиваем в муку, струшиваем яйцо. Вот так вот. И сухари. И оставляем. А сухая ручка, чтобы потом нам забирать. Потому что так получится, тут намешаем, такой каши намешаем. И погнали дальше. И чистой ручкой вот так вот панируем. О, и отправляем в сухую емкость. Вот так. Чтобы быстрее, друзья, можно, если у вас была гастроемкость чуть-чуть выше с бортиками, так удобно делать большое количество их. Выложим, допустим, вот так с яйца сюда. И вот таким вот движением вот так вот быстренько. Раз и готово. И сюда. Оставляем в сторонку. Запалим наш фритюр. Добавляем масло. Если у вас электрический фритюр, то хорошо. У нас такие фритюр. Добавляем больше половины масла. И прогреваем масло. Если есть у кого такая штучка, чтобы мерять температуру, то можно до 160 градусов. 160-150 градусов. Если нет, то чуть-чуть начинает дымить. Или попробовать маленький наггетс туда кинуть кусочек, чтобы хорошенько работало. Но в основном температура 150-160 градусов. Так, друзья, а пока наш фритюр греется, мы сейчас быстренько за 2 минутки сделаем наш соус. Класснющий соус, чесночный, с зеленью, с горчичкой на основе майонеза. Так, берем майонез, французскую горчицу, добавляем букет укропа. Так, отрезаем палочки быстренько. Раз. И крышим сильно мелко. Добавляем укропчик. И сюда быстренько по вкусу 3, 4, 5, кому сколько нравится чесночка. И хорошенько все вместе перемешиваем. Такий соус подходит до всего нашего фритюра, он вкусный. Можно сделать на основе сметанки, но туда, так как она малосольная, можно добавить чуть-чуть соевого соуса. А так соус пробуем, перемешиваем, пробуем на вкус. Вон у нас достаточно соленый, мы не добавляем соевый соус. Также можно добавить лимон, лимонную кислоту, чтобы чуть-чуть сделать его реже. Но мы тоже не будем добавлять. Вот, перемешиваем. Свежесть. И пересыпаем в соусник. Быстренько пересыпаем и идем готовить наши наггетсы. Так, вот вроде подогрелось. Проверяем, вот так опускаем одну штучку. Отлично жарится. Уменьшаем обязательно огонь и бросаем сюда. Все вместе не бросаем целиком, а бросаем по одной штучке, чтобы они у нас не слипались.
Так, друзья, готовятся они сильно быстро. Берем полотенца одноразовые, кидаем на дно. Так, вот такой цвет получается у нас. Вот. Снимаем. Вот такой золотистый цвет. Если у вас масло чуть-чуть приостыло, ждем полминутки, минутку, добавляем огонь, ждем полминутки. Проверяем. Отлично. Вот такая горочка у нас смаколиков и получилась. У нас тут было две филешки. Я не знаю, сколько по весу, не помню, но вот с двух филешек вот такая гора, можно посидеть, фильм посмотреть, можно, что хочешь, можно Мангалыча можно посмотреть, полайкать, покомментировать, что, ух, молодец, вот все так наготовил наггетсу, вот красавчик, о. Так, ну что, друзья, шутки в сторону, попробуем, смотрим, вот на готовность, готовится 2-3 минутки в разогретом масле, 2-3 минутки готовые, сочные. Ну, покажи ще раз, Катюшка. Не висихає, як фарш, ну, з фаршем. Ну, сок уже там не тече, як водопад, конечно, ну, и такая, и не сухие. Классный, в общем. О, и пробуем. Наггетсы куриные, домашние. Сильно вкусные, як Мангалыча. Соус. Чипсовая крошка. Вообще. Катюшка, ну, не могу, по-любому ты должна такие вещи попробовать. А тогда в грубку. Друзья, рекомендую. Можно приготовить так само в духовку поставить, если вы масло фритюра сильно не любите. Ну, я вам скажу, 1 раз, 2 раза в месяц побаловаться, ничего там страшного не будет. Приятного аппетита. Погнали дальше. Сейчас мы приготовим обалденный, такой хрустящий, тягучий сыр фри. Мы будем готовить его с моцареллы, с сыра. Можно готовить с гауды, можно готовить с любых сыров, такие, что хорошие тянутся. Так, берем моцарелку. Желательно брать вот таким бруском, чтобы нам нарезать красивые, так бы сказать, палочки сырные. По сантиметру. Сантиметр, 1,5. Вот такие ровненькие квадратики. И нарезаем кому сколько надо. Вот так. Так само по любой длине по сантиметрику. Так, раз. Вот такими вот палочками. И перерезаем весь сырок. И отправляем его в такую, я бы сказал, тарелочку побольше. И чуть-чуть сверху присыпаем мукой, чтобы бралась лучше наша панировочка. Чуть-чуть совсем. Так, муки. Раз. Вот есть. И чуть-чуть перемешиваем. Так, вот наш сыр нарезанный. Переложили его сюда. Вбиваем 3-4 яйца, потому что у нас будет уже сюда идти на сыр двойная панировка. Сюда в яйцо панировку добавляем базилик сушеный. И с сырком будет отлично. Столовая ложечка соевого соуса, чтобы сделать повкуснее. Потом специи можно, сванскую соль добавить. Вот так вот. И чуть-чуть черного перчика. Вот такая у нас панировка будет. И все хорошенько взбиваем. Достаем наш аппаратик. Опа. И готовим нашу панировочку. Сыр я хочу сделать и с вкусом грибным чуть-чуть. Высыпаем сюда
наши чипсы. Накрываем и... Так, вот такая крошечка у нас получилась. И мы ее смешиваем с нашей основной массой. Потому что, бачите, оно тут масло жирненькое такие попадается. Если делать без сухарей, то ну, лучше вот так. И все высыпаем. Вот такие сухарики у нас получаются. Вот. Грибочками пахнет. Бомба. Так, разравниваем. Берем посудку, куда будем отлаживать. Можно на досточку чуть-чуть посыпаем. Чуть-чуть посыпаем сухариками. И делается двойная панировка. Делаем сейчас один раз, то есть у нас сыр, палочка, уже в муке. Так, чуть-чуть перемешиваем. Мы, опять же, одной рукой оставляем одну чистую, одной рукой обмачиваем в яйце и в панировочке. И отлаживаем в формочку. И так делаем все наши палочки сырные. Раз. Обматываем хорошенько. Берем сырок в муке. Вот так его. Аккуратно раз и в панировочку. Есть. И так весь сырок. И разлаживаем их. Им надо полежать, первая панировочка, чтобы чуть-чуть яйцо засохло, впиталось у сухарей и чуть-чуть оно засохло. Потом мы делаем вторую сразу панировку. Это для того, чтобы у нас сыр внутри, когда растает, чтобы он быстро не потек, не разломалась панировка и получится, что зря. И продолжаем. Так, чтобы быстрее, можно вот так быстренько раз сюда. Пару палочек ложим. И вот так обкатываем. Так, друзья, вот мы сделали первую панировку. Она у нас постояла 5 минуток. Можно 5-10 минуток, чтобы подсохло чуть-чуть. Чтобы нам хорошую такую панировку сделать, чтобы не потекло. И делаем второй раз. То же самое делаем. Перемешиваем яичко наше. Палочку. Друзья, вот первая панировка, какая толщина. Вот вторая панировочка уже. Как меняется толщина. Так, и берем дальше. Раз. И сюда. И перелаживаем. Опа. Так, друзья, вот готовые наши сырные палочки. Переложили их, чтобы не тарелочку быстро разу так. Оп, и на Викинштейн. Друзья, такие панировочные сухари уже использовать нежелательно. Бачите? Высыпаем на сито и пересеиваем. Мелко оставляем на дальнейшую работу. Крупные все. Так, сразу багато палочек не накидаем. Ложим штучек по 5, по 6, смотря який у вас фритюр. Поехали. И готовится, еще секундочку, готовится сильно быстро. Бросать желательно, да, я вот забыл, сразу побольше. Сразу, допустим, налаживаем вот так вот раз, чтобы одновременная была готовочка. Налаживаем, сколько мы думаем положить. И опускаем резко все. Вот так, я думаю. Резко, но не так, чтобы масло не потекло. Так, друзья, появляется вот так сырок. Мы сразу его быстренько остужаем, вылаживаем на бумажное полотенце. Так, друзья, наши сырные палочки готовые. Сейчас попробуем. Вот такая вот штучка тут стоит. О, и порвать нельзя до конца. Приятного аппетита! Вот такие. Бомба. Из моцарелки мне самое больше сыра нравятся сырные палочки. Ну или сыр фри. А с соусом чесночным.
объедение. Порадуйте себе и близких вот такой вкуснятиной. Сильно нравится даже деток. Ну, разрешить уже им пару штучек скушать. Я думаю, сильно уже, оно не сильно вредное. О, еще так. Вот. Праздники все-таки. Так что можно деткам разрешить. Хай чуть-чуть. О. Хай ваши детки чуть-чуть почувствуют вкус праздника, разрешить наггетсы. Вот такие вот. Сырные палочки. Вообще красота. Надо еще одну пулькнуть. Друзья, пробуйте. Вот такие бомбезные сырные палочки у нас получились. Всем приятного аппетита. Так, друзья, вот такая осталась у нас в наших сухариках из-за влаги. Вот такие каменцы пооставались. Мы их вот так еще просеем, как раз нам меленького на грибочки сухариков паты. Сухариков и чипсов. И будем сейчас делать грибы фри. Грибочки желательно поменьше, вот таких вот размеров. Но если у нас есть побольше, вот, Катька, покажи, вот такие, чтобы быстрее прожариться, желательно их, я специально взял побольше, когда мы в супермаркете выбираем вот такие средненькие. Вот. Если есть большие, они маленьких, то мы их разрезаем на две части. Вот так. И бросаем в мисочку. А так выбираем вот такие средненькие грибочки. Я бы даже сказал маленькие. Сильно маленьких тоже не надо брать. Вот такие вот. И бросаем сюда. Мы их сейчас чуть-чуть подмаринуем, чтобы дать вкус. Добавляем. Опять же, вместо сольки чуть-чуть соевого соуса. Вот так вот. Ложки 2-3 столовых на глаз. Потом черный перчик чуть-чуть. Специи добавляем кто какие любят по себе. Я люблю всегда кориандр. Добавляю к грибочкам тоже чуть-чуть кориандрика, чуть-чуть базилика и чуть-чуть красной паприки сладкой. Все. Так, перемешали хорошенько. 2-3 минутки, чтобы упитался соевый соус. Все, отставляем в сторонку. Так, берем опять же 2 яйца. Грибочки сами меньше упитывают панировку. Так что сюда можно 2 яйца. И панировочка у нас будет одинарная. Хорошенько взбиваем. Так, сюда яйцо, соль, специи не добавляем. У нас сейчас грибочки все примут все наши специи. Так, сухарики. Мы сюда добавили обычных еще панировочных сухарей чуть-чуть, чтобы оно у нас такие было более суховатые. Вот. Так, берем сюда на грибочки, посыпаем чуть-чуть, небагато, вот так мукой. Вот так перемешиваем. А грибочки у нас, получается, обтянулись плевочкой. Мы берем опять же грибочек, хорошенько. Можем положить парочку, чтобы пропитались. Вот так сюда. Небагато. И, друзья, пропитываем, вот чтобы сюда, если открытый шампиньон, то нам надо его запечатать. Мы так больше туда, получается, окунаем полностью, чтобы у нас полностью, вот там вот по бокам, чтобы полностью пропиталось. Чтобы там не было у нас дырочки, а чтобы оно все было запечатано. И сок из шампиньона, когда мы его в фритюре жарим, сок весь не вытече в масло, будет шипеть, а он останется весь в грибочке. Грибочек будет сочненький, вкусненький. Вот, так мы чуть-чуть промариновали, сюда его, вот так, чуть-чуть разбрасываем. И вот таким вот макаром, вот так вот, раз, и все, готово. Так, вот так их еще чуть-чуть поправляем. Покажи, Катюша, все запечаталось. Вот внутри, вот такие вот штучки, вот тут все запечатано.
Все должно быть полностью. По бокам вот тут вот. Все запечатано. И убираем их опять же сюда. Ой, не туда кинул. Ну ничего страшного, не туда, значит, так еще разок раз. И сюда. И так делаем со всеми нашими грибами. Фритюр, если сильно вот так готовим, у вас начинает подгаренным пахнуть, то его желательно на таком сите процедить. Потому что будет черный получаться. Мы его процедили, проверяем, опускаем. Нормальненько. Грибочки надо готовить на большом, на сильно разогретом масле. Вот так вот. Так, друзья, багато не накидываем, чтобы не потекло. И вот так вот у нас хай готовится средний огонек. Вот. Вот если у вас, вы приготовили, у вас осталось сырные палочки или вот так грибочки. Их можно положить в пакетик порционно, заморозить. Быстренько, когда вы захотели подогреть масло, за 5 минут, за 10 приготовить. Быстро, вкусно. Так, мешаем грибочки. Грибочки тоже доводим до золотистой корочки. И снимаем. Так, друзья, вот такие 3 легендарные блюда на фритюре мы сегодня приготовили. У нас получается наггетсы, сырные палочки и шампиньоны фри. Вот такая подача. Я не кажу, что на Новый год, но можно так иногда посидеть перед телевизором, приготовить, сделать, посмаковать такую вкусняшку. Всем приятного аппетита, уже хочется попробовать, надо звать Жорика. Жора, бежи пробуй. И мы будем пробовать. Так, все пробовал, грибочки еще не пробовал. Пробуй залетать. Попробуй, разломай. Должно быть, понравится. Вообще сыр вообще бомбовский. Жорик наш главный эксперт, так бы сказать, молодежи. Кажет, нельзя там фритюра хавать. Мы ему сильно багато не предлагаем, но як Жорик, не сильно воно жирне. Мне так кажется. Иногда можно побаловаться, да? Друзья, у нас, как всегда, по традициям, свет потух. Мы уже будем закругляться. Спасибо вам, что смотрели. Спасибо вам, что подписываетесь, что комментируете, что ставите лайки. Всем приятного аппетита. Мира вам. До скорых встреч.